Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин, который называется «Кому же пусто без вас?». Итак, как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какой же женщине пусто без вас. Как всегда, для начала смотрим, что сейчас происходит у вас в жизни. Так. А в жизни у вас был этап скандалов и разрушений с женщиной. Женщина, которая очень любила денежки, которая любила покрасоваться, все вот эти вот, шубы, золото, бриллианты, которая очень любит, когда все для нее делают, когда ее кружат со всех сторон, когда... просто мужчина, как золотая рыбка, все исполняет. Напишите, есть такой момент у вас или нет. В комментариях напишите, была ли у вас такая дамочка. Она была очень большой манипулятор. Плюс она, я вам скажу, еще не брезговала заниматься магией, либо ходила куда-то. Довольно, кстати, распространенное сейчас явление. Многие женщины сейчас либо сами пытаются что-то сделать, какие-то привороты, отвороты, либо же ходят к разным там бабкам каким-то, которые магией занимаются. Значит, по финансам у вас довольно неплохо, я вам скажу. У вас финансовая жизнь может даже вот как-то после расставания пошла в гору, как-то начала выруливаться. Может быть, кто-то из вас поменял работу на более прибыльную, либо же подработку взяли. Но деньги, в общем-то, вы умеете зарабатывать. И довольно неплохие, да, они вам тяжело даются. Но как-то вот без нее вам, знаете, вот легче жить. С одной стороны, морально, да, морально одному вам тяжело. Вам хочется новой женщины, вы мечтаете и все такое. Но с другой стороны, вам легче, потому что вам никто не выносит мозг. Вам не нужно оплачивать все вот эти хотелки ее, да. Как-то вот, с другой стороны, вам поспокойней. Поспокойней. То есть оно такое вот, какая-то двоякая ситуация у вас проигрывается. Так, что у вас еще? Да, у вас были эти кардинальные перемены, которые вас убили просто наповал. Вот эти перемены могли у вас проиграться с этой женщиной, либо же внезапно, да, вот может быть вы узнали о измене резко, либо же женщина сама решила резко уйти от вас, да, вы могли догадываться, что у нее кто-то есть на стороне, но все-таки еще, может быть, отгоняли мысли. Знаете, вот как говорят, там муж либо же жена про измену узнают последние, либо же не хотят верить до последнего. Вот и у вас приблизительно такая ситуация была. Вам просто, не хотелось как-то вот верить в такие мысли, даже если они появлялись, вот подозрения какие-то, вы старались как-то отгонять. Поэтому для вас вот расставание произошло вот, как гром среди ясного неба. Вот вас, знаете, эта ситуация просто убила наповал, вот сразила наповал. Вот это ваша женщина, которой вы жили, вы дышали, она вам была необходима просто как воздух. Простите. Так, смотрим. Какая теперь женщина к нам пришла? Какая женщина пришла на расклад? Так. Смотрим и узнаем. Ой, какая злючка агрессивная пришла. Смотрите, я так подозреваю, что это дама из вашего прошлого. Сейчас вы с ней, скорее всего, не общаетесь, либо же очень редко общаетесь. Но эта женщина злая, холодная. В чем-то она мне напоминает диктаторшу. Вот она любит, когда вот все так, как она сказала, да? Вот бывает даже фраза постоянная, вот я сказала, и так будет. Она, несмотря на свою вот жесткость, она очень неуверенный в себе человек. У нее полно комплексов. Она часто может сомневаться по жизни. И сейчас вот у нее какой-то такой тупик возник, вот как на этой карте, да, вот кошечка у нас такая стоит, и она и связанная, мечами огражденная. Вот у нее какая-то тупиковая ситуация, у нее рядом никого нет. Она осталась одна. Ни мужчин, ничего.
И как жить дальше, как быть дальше, да, ни финансов особо у нее нет. У нее проблемы со всех сторон. Так. Да, она раньше была вот той королевишной, которую вы кружили. Я так подозреваю, что это как раз она. Это с ней как раз вы расстались. И сейчас вот когда у нее, знаете, как говорят, жареный петух клюнул в одно место, вот она начала про вас думать, начала вспоминать, как было хорошо, как вы ее кружили, обеспечивали и так далее. Сейчас у нее такого мужчины нет. У нее появлялись периодически такие, ну, типа одноразовых ухажеров, но они очень быстро ее раскусывали. Вот эту ее меркантильность, характер, ну, не очень мягкий, скажем так. Вот. И мужчины, как правило, начали уходить от нее, бросать по-простому. А она-то привыкла быть королевишной, да? И посмотрите, у нее настолько вот в любви, у нее настолько разбитое сердце, она мечтает встретить своего императора, своего мужчину, а его нету. Поэтому сейчас она вспомнила про вас, она вспомнила, как ей было хорошо, да, вот. Ну, как бы это такая ситуация, когда она кусает локти сама себе, что ли. Наверное, вкусные локти. То есть у нее альтернативы нет. Вот вы были таким мужчиной, которого она сейчас пытается найти, который бы все для нее делал, который бы все финансировал и поддерживал, да, и решал ее проблемы. И сейчас этого нет. И она начинает, знаете, вот у нее такая ситуация проигрывается, что она начинает теперь думать, сама себя ругать, что она допустила вот ваше с ней расставание. То есть она, понимаете, то ли совесть в ней проснулась. Вот она даже допускает мысль, а вдруг помириться. Вот она бы даже хотела помириться, но как? Она же привыкла быть победительницей. Она хочет всегда на коне быть, да. Но она же не прогнется, как бы корона упадет. Как же она может прогнуться? А вот если бы вы к ней пришли, вот тогда бы, да, тогда бы она с удовольствием за это уцепилась. Так. Плюс я еще вам скажу, у некоторых может проигрываться, что она начала все чаще в рюмку заглядывать от безысходности, от какой-то. Вот ей хочется семьи. Она хочет семьи, но она не может ее построить. Потому что, ну, мужчины, как я говорила, очень быстро понимают, что она за штучка, что она за фрукт. И она вот вспоминает, она и страдает, она и сама себя ругает. Она понимает, что вот ей плохо. Знаете, такое ощущение, что она только сейчас начинает ценить вас. Она поняла, кого она потеряла. Вот. Вот она поняла. А как из этой ситуации выйти, она не знает, чтобы не упасть лицом в грязь. Да, вот она мечтает, чтобы вы к ней приехали. Но опять же, она прекрасно понимает, что вы на нее злой, обиженный, и вы мириться с ней не будете. Это очень сильно ее угнетает. Она вот сейчас реально в тупике. Вот как была карта у нас, да, я вам показывала, связанная женщина, как бы. Женщина-кошка наша. И она совершенно запуталась в своей жизни, вот не знает. Она и хотела бы возродить это все с вами. Но как? Но как, чтобы не упасть лицом? Поэтому вот она сейчас сидит вся такая, в слезах и соплях, грубо говоря, и страдает. Ну, такая, знаете, похоже, у нее запоздалая переоценка ценностей произошла. Что имеем, не храним, потерявший плачем, как называется. Поэтому я обычно призываю женщин, да и мужчин тоже, прежде чем что-то сделать, 100 раз подумайте, да. Даже если у вас где-то появляется на стороне там соблазнитель, либо же соблазнительница, ну, трезво думайте головой, да. Даже если это какой-то вариант, там, я не знаю, денежный, красивый, фигуристый и так далее. Вы понимаете, что ради вот этих 5 минут удовольствия, грубо говоря, вы можете потерять всю семью, жену, детей, тот достаток, да, который у вас был. Поэтому, ну, задумайтесь, стоит ли вот этот поход налево, или же роман вот этот даже. Но стоит ли он того, чтобы потерять то, что вы строили годами?
Тем более, если вы, ну, плюс-минус более-менее нормально жили вместе, да, если это семья, ну, пусть даже среднестатистическая, но это все равно это родная жена, либо же муж, да. Это какой-то уклад семейный, дом, да, который вы строили, там, организовывали это все, ну, как бы кирпичик по кирпичику, да, строили. Стоит ли оно того, чтобы это все разрушать ради какой-то минутной слабости, либо же романа? Я всегда говорю, да, вот и в своих видео я уже, по-моему, не раз даже говорила, когда назревают даже в отношениях какие-то проблемы, ну что-то не устраивает, даже в мелочах, сядьте и поговорите. Вот просто сядьте и спокойно поговорите, да, что вам нравится, что не нравится, обсудите, пусть каждый из вас выскажет свою точку зрения, все свои хотелки. И вы как-то найдете вместе компромисс, как жить дальше, как выруливать из вот этих проблем. Если же человек не хочет, вот партнер ваш, либо же партнерша, если человек не хочет с вами разговаривать, увиливает, то некогда, то голова болит, то занят, но это понятно, что человек вами не дорожит. Понимаете, если человек дорожит, он ну, пытается какие-то компромиссы искать. Это все обсуждается. Я как психолог вам говорю еще раз, золотое правило психологии. Всегда нужно все проговаривать. Нравится, не нравится. Все проговаривать. Вот мне, допустим, ну вот элементарный пример, да, вот вам понравилось, вернее, не понравилось, что там женщина, ну, не так вам ответила, да. Ну, это такой банальный пример. Вы просто скажите там: Наташа, ну не говори так, пожалуйста, ну мне неприятно. Да? Вот если она вам не дорожит, она не будет так говорить, там фразу такую, допустим, да, либо же выражение такое, может быть, знаете, шутка неудачная была. То есть все, что вам не нравится, вы проговариваете. Если вам что-то понравилось, вы тоже это подчеркиваете и говорите: вот ты так классно сделала. Либо же там, я не знаю, классно пошутила, ну, все что угодно, да, это такие вот банальные примеры на ходу привожу. То есть все должно обсуждаться. Потому что когда вот эти все ваши недовольства накапливаются, они рано или поздно выстрелят как пружины, и тогда будет скандал. Вот это недовольство приводит к тому, что люди начинают кто-то изменять, кто-то приходит к раздражениям, грандиозным скандалам, и просто семья рушится. Любовь уходит. Вот это вот накопленное раздражение, недовольство, злость, оно все копится и как пружина выстреливает, по-любому выстреливает. У кого-то раньше, у кого-то позже. Поэтому еще раз говорю, всегда обсуждайте, обращайте внимание именно как ваш партнер разговаривает. И я сейчас обращаюсь и к женщинам в том числе, потому что я смотрю, на мой канал стало все больше даже женщин подписываться. Хоть это, в общем-то, для мужчин канал делался. Как-то у меня интересно. Изначально я делала канал для женщин, но у меня почему-то подписалось больше мужчин. Сейчас я перевела его на канал для мужчин. У меня снова начинают, ну, не больше, но женщин все больше подписывается. Ну, как-то интересно, да, серединка на половинку. Хотя, в общем-то, и женщины, вы можете смотреть все мои расклады, просто под себя переворачивать это все. Вот. Так что разговаривайте, дорогие друзья, со своими половинами. Это касается и тех будущих отношений, которые у вас обязательно будут, даже если сейчас у вас никого нет. Садитесь и разговаривайте. Это очень полезно. Просто спокойно поговорить, обсудить. А если человек не хочет просто даже обсудить, да, элементарные вещи какие-то, ну, делайте выводы, а нужны ли вы такому партнеру. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!